Всем привет, друзья! Усаживайтесь поудобнее, наливайте что-нибудь теплое, потому что сегодня у нас на разборе событие, которое буквально вчера перевернуло весь кей-поп-интернет с ног на голову. Наш золотой Макне Чонгук из BTS внезапно вышел в прямой эфир на Weverse, и, боже мой, это были не просто привычные посиделки с фанатами, где он поет в караоке или готовит рамен. Это был один из самых честных, эмоциональных и, не побоюсь этого слова, исторических эфиров за последнее время. С одной стороны, он буквально сиял, рассказывая, как круто провел время на концерте Stray Kids, как ловил очки Феликса и как сильно он восхищается энергетикой этой группы. Но с другой стороны, Чонгук включил абсолютную обезоруживающую честность. Он открыто, без купюр рассказал о жутком, отвратительном инциденте, который произошел с ним на днях. Представьте себе. Парень просто вышел из дома, без охраны, в обычной одежде, чтобы купить обычного хлеба, и прямо на улице так называемый фанат буквально ткнул ему экраном мобильного телефона в лицо, нарушая все мыслимые и немыслимые границы. Сегодня мы разберем этот эфир буквально по секундам. Мы поговорим о том, почему Чонгук больше не боится говорить жесткое «нет», как зарождается новая эра взаимодействия между айдолами высшего эшелона, и почему вчерашний стрим – это важнейший манифест о защите личных границ. Нам предстоит обсудить очень много важных вещей, так что обязательно досмотрите это видео до конца. Ну а мы начинаем. Давайте перенесемся во вчерашний вечер и вспомним, как все начиналось. Уведомление прилетело, как всегда, неожиданно. Для миллионов армий по всему миру этот звук – мгновенный выброс эндорфинов. Когда Чонгук появляется на экране, мир как будто замирает. И в первые минуты вчерашнего стрима казалось, что это будет классический, комфортный эфир. Чонгук выглядел очень по-домашнему. На нем была простая одежда, никакого макияжа, никакой салонной укладки. Просто парень, который вернулся домой после долгого дня и решил включить камеру, чтобы поболтать с близкими людьми. Он смотрел на бегущую строку комментариев, и знаете, в его глазах читалась эта невероятная фирменная теплота. Чат двигался со скоростью света, миллионы сообщений на самых разных языках мира. Физически невозможно прочитать все, но Чонгук выхватывал отдельные фразы, кивал, улыбался и отвечал на самые простые вопросы о том, как его дела, что он делает и покушал ли он. Для корейской индустрии такой формат – это вообще уникальная вещь. BTS в принципе изменили культуру стримов, сделав их максимально интимными и дружескими, но вчера в воздухе витало какое-то особое напряжение. Было заметно, что Чонгук вышел в эфир не просто потому, что ему скучно. Было видно, что у него накопились мысли, которыми ему жизненно необходимо поделиться со своей аудиторией. Он делал небольшие паузы, задумывался, крутил в руках стакан. Знаете, что меня всегда поражает в Чонгуке? Это его способность за секунду сокращать дистанцию между мировым стадионным артистом и обычным зрителем. Ты сидишь у себя в комнате, смотришь в экран телефона, и тебе кажется, что это твой старый друг рассказывает, как прошел его день. И вот когда атмосфера доверия была установлена, Чонгук перешел к первой большой теме, которая заставила весь чат буквально взорваться восторгами. Итак, это то, от чего у всех кей-поп-стенеров вчера перехватило дыхание. Чонгук во всех деталях рассказал о своем походе на концерт Stray Kids. На самом деле слухи и размытые фотографии Чонгука на стадионе появились в сети чуть раньше, но услышать эту историю из его собственных уст – это совершенно другой уровень удовольствия. Чонгук признался, что очень хотел поддержать ребят. Как мы знаем, он давно и хорошо общается с Банчаном, они ровесники, оба 97-го года рождения, и их дружба всегда была предметом обожания фанатов. И вот Чонгук выкроил время в своем плотном графике и пришел на шоу. И судя по тому, как горели его глаза во время вчерашнего эфира, он остался в полнейшем диком восторге. Чонгук буквально захлебывался эмоциями, описывая перформанс Stray Kids. Он сказал, цитирую, «Ребята на сцене – это просто сумасшедшая энергия. Они не просто выступают, они отдают себя без остатка. Я смотрел на них и думал, вау, вот это мощь». Согласитесь, услышать такую похвалу от главного вокалиста BTS, который сам собирает стадионы и знает о выступлениях абсолютно все, это огромный знак признания для Stray Kids. Чонгук отметил их хореографию, то, как они держат многотысячную толпу, и их уникальный музыкальный стиль. А теперь давайте перейдем к самому сочному моменту, который вчера обсуждали во всех пабликах.
Тот самый инцидент с солнцезащитными очками Феликса. Чонгук со смехом рассказал, как это выглядело с его ракурса. Во время одного из треков Феликс, находясь на кураже, очень эффектно снимает свои крутые очки и бросает их в сторону ложи. Чонгук говорит: «Я вообще не ожидал, но очки полетели прямо в нашу сторону, и мой телохранитель, у которого просто невероятная реакция, поймал их на лету». Дальше, по словам Чонгука, секьюрити повернулся к нему с недоумевающим лицом и протянул эти очки. И что делает Чонгук? Вместо того, чтобы просто отложить их в сторону, он включает режим главного фаната. Он надевает эти очки, начинает дурачиться, танцевать и качать головой под бит. Весь стадион, который это видел, просто закричал от восторга. Вчера на эфире Чонгук мило смущался, вспоминая это, и говорил: «Феликс сделал это так круто, так по-рокерски, что я просто не мог удержаться и не примерить их». Но здесь есть одна очень важная деталь, которая показывает всю глубину личности Чонгука. Он отдельно, очень серьезно подчеркнул на трансляции: «Ребята, я хочу, чтобы вы знали, после концерта, когда я пошел за кулисы, чтобы поздравить группу, я обязательно вернул эти очки Феликсу». Чонгук объяснил, что для артиста такие вещи на концертах – это часть сценического образа, памятный аксессуар, и оставлять их себе, даже в качестве сувенира, было бы неправильно. Он сказал: «Я просто повеселился в моменте, вернул их владельцу и сказал Феликсу, что он был чертовски хорош». Кроме того, Гуки рассказал, как он пытался привлечь внимание Бан Чана. Он снимал его на видео, махал руками, и когда Чан наконец заметил его со сцены и улыбнулся в ответ, Чонгук почувствовал себя самым счастливым посетителем концерта. Он добавил, что такие моменты напоминают ему, почему он сам так сильно любит музыку и сцену. Смотреть на то, как артисты такого масштаба искренне поддерживают друг друга, без зависти, без конкуренции, а просто как коллеги и друзья, это невероятно вдохновляюще. Этот сегмент эфира был наполнен таким позитивом, что чат буквально светился от фиолетовых и зеленых сердечек. Но, к сожалению, сразу после этой веселой истории Чонгук перешел к теме, которая заставила всех нас резко спуститься с небес на землю. Мы подошли к самой тяжелой, но самой важной части вчерашней трансляции. Рассказав о концерте, Чонгук сделал долгую паузу, глубоко вздохнул, и его лицо мгновенно изменилось. Пропала эта легкая мальчишеская улыбка, взгляд стал очень взрослым, сосредоточенным и, если честно, уставшим. Он решил поднять тему, которая, судя по всему, стала последней каплей в его чаше терпения. Чонгук рассказал историю, которая случилась с ним буквально на днях, в его абсолютно личное, нерабочее время. Это было время, когда он не был Чонгуком из BTS на сцене стадиона. Он был просто молодым человеком, гражданином своей страны, который находился у себя дома. И вот среди дня парень решает просто выйти на улицу. Без пафоса, без охраны, без менеджеров. Он оделся в самую обычную одежду, накинул капюшон и пошел в самый обычный местный магазинчик у дома, чтобы купить обычного хлеба. Понимаете? Банальная, рутинная бытовая ситуация, которую каждый из нас делает по несколько раз в неделю. Мы не думаем о безопасности, когда идем за продуктами. И вот Чонгук идет по улице, погруженный в свои мысли. Вдруг к нему практически подбегает человек. Этот человек узнает его, и вместо того, чтобы просто пройти мимо или, в крайнем случае, вежливо и на расстоянии поздороваться, совершает абсолютно неадекватный поступок. Он достает свой мобильный телефон, включает камеру и буквально тыкает этим экраном Чонгуку прямо в лицо, в упор, без единого слова, без спроса, без уважения, начиная записывать видео. Вчера во время эфира Чонгук говорил об этом очень прямо. В его голосе не было ярости или крика, там было гораздо более страшное чувство. Там было глубокое разочарование и горечь. Он сказал, цитирую: «В тот момент я почувствовал себя не человеком. Я почувствовал себя каким-то животным или экспонатом в зоопарке, в который можно просто ткнуть пальцем или камерой, когда захочется». Чонгук посмотрел прямо в камеру Weverse и обратился к тем, кто так поступает. Его слова должны быть высечены в граните для каждого, кто называет себя фанатом. Он сказал: «Я безмерно ценю вашу любовь. Я знаю, что моя популярность – это ваша заслуга, но я умоляю вас помнить, я тоже человек. Когда я стою на сцене, я ваш. Снимайте меня, смотрите на меня, кричите, но когда я иду по улице по своим делам, когда я просто покупаю еду, я хочу чувствовать себя в безопасности. Тыкать телефоном мне в лицо – это не любовь, это грубость, это неуважение, и это меня пугает».
Ребята, вдумайтесь, насколько это жутко. Человек, который дарит радость миллионам, не может совершить простейшее действие – купить хлеб, без страха, что его личное пространство будет грубо нарушено. Чонгук объяснил, что после таких случаев ему хочется еще сильнее закрыться в 4 стенах, никуда не выходить и вообще не включать трансляции. Он добавил, что понимает эмоции людей, которые внезапно видят его на улице, но элементарный этикет и уважение к чужим границам должны быть на первом месте. То, с каким достоинством, но при этом с какой жесткой твердостью Чонгук высказал это, вызывает у меня огромное уважение. Он больше не тот маленький напуганный мальчик, который терпел сталкеров. Он взрослый мужчина, который готов защищать свою жизнь. Конечно, Чонгук не хотел оставлять эфир на такой тяжелой ноте. Он прекрасно знает, как сильно фанаты переживают за него, поэтому, выговорившись и обозначив свои границы, он постарался вернуть трансляцию в более спокойное русло. Чтобы немного разрядить атмосферу, он сделал то, что у него получается лучше всего – запел. Он просто начал тихо напевать несколько строчек, проверяя звук. Ребята, даже через простейший микрофон обычного телефона, без всякой обработки, его вокал звучит так, будто это студийная запись. В комментариях люди начали умолять его спеть побольше, устроить полноценный лайв-концерт, и Чонгук честно признался, что очень хотел бы посидеть подольше, попеть для ARMY, но он чувствует себя физически уставшим после последних сумасшедших дней. Он пообещал, что в следующий раз обязательно выйдет именно для того, чтобы устроить музыкальный вечер. Он также немного рассказал о том, как проходят его обычные будни. Он много тренируется, следит за здоровьем, пытается правильно питаться и постоянно думает о том, как улучшить свои профессиональные навыки. Нам кажется, что он уже на вершине, куда расти дальше? Но Чонгук – перфекционист до мозга костей, он всегда ищет пути для самосовершенствования. Но давайте посмотрим, что началось в социальных сетях буквально через секунду, после того, как на экране Веверса появилась надпись о завершении трансляции. Это было похоже на извержение вулкана. Мировой фандом ARMY, а вместе с ними и многотысячный фандом Stray Kids, объединились в едином порыве. Буквально за пару часов хэштеги в поддержку Чонгука вышли в мировые тренды. Фанаты массово создавали посты с призывами уважать частную жизнь артиста и дать ему спокойно покупать еду. Корейские нетизены на форумах также полностью поддержали айдола, отмечая, что культура сталкеров должна жестко караться. Но самое главное, что отмечают абсолютно все, это гордость за Чонгука. Люди пишут, как они рады, что Макне BTS вырос ментально сильным человеком. Он больше не пытается замалчивать проблемы, чтобы казаться идеальным и удобным для всех. Он открыто говорит обществу: «Вот моя черта, и если вы ее переступите, я буду защищаться». Это огромный шаг вперед для всей кей-поп-индустрии, где артистов слишком долго заставляли терпеть любые нарушения личных границ ради сохранения имиджа доступной звезды. Что ж, друзья, вот таким получился этот невероятный, контрастный и очень глубокий эфир Чонгука. Какие главные выводы мы можем сделать из всей этой истории? В очередной раз Чонгук показал нам свою потрясающую, редкую для шоу-бизнеса искренность. Он готов делиться с нами моментами абсолютного счастья, рассказывать, как он прыгал на концерте Stray Kids, как радовался за Бан Чана и Феликса, пускать нас в свой внутренний мир. Но взамен он просит от нас лишь об одной, самой простой и базовой вещи – об элементарном человеческом уважении, уважении к его частной жизни за пределами сцены. Давайте будем осознанными фанатами, давайте помнить, что когда выключаются софиты стадионов и закрываются двери студий, наши любимые артисты становятся просто людьми. Им нужно ходить в магазин, им нужно дышать свежим воздухом, им нужно чувствовать себя в безопасности на улицах своих городов. Если вы действительно любите артиста, сохраняйте дистанцию. Концерт – это место для камер. Улица – это место для жизни. Мне очень интересно узнать ваше мнение. Напишите обязательно в комментариях под этим видео. Как вы отреагировали на вчерашний стрим Чонгука? Какой момент с очками Феликса вам запомнился больше всего? И что вы думаете по поводу этого отвратительного случая в магазине? Давайте устроим экологичное и честное обсуждение в комментариях ниже. Не забывайте ставить лайк этому видео, если оно было для вас информативным, подписывайтесь на канал и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы никогда не пропускать самые подробные, честные и оперативные разборы из мира кей-поп. С вами был автор этого канала. Огромное спасибо за просмотр, берегите себя, уважайте чужие границы и до скорой встречи в новых видео. Всем пока-пока. 갑자기 막 제 앞에서
면전에서 막 카메라 이렇게 들이미는 분이 계셨거든요. 그건 좀 예의가 아니지 않나. 갑자기 막 제 앞에서 면전에서 막 카메라 이렇게 들이미는 분이 계셨거든요. 그건 좀 예의가 아니지 않나. 뭐 나이가 어떻게 되던 출신이 어디든 사실 관심 없고 눈앞에서 그냥 이렇게 드니까 약간 무례한 행동이지 않았나 싶어서 혹시나 그분에게 닿는다면 좀 알아주셨으면 해서. 뭐 그 외에 팬분들은 사진 찍어도 되냐고 양해를 구하셔가지고 흔쾌히 같이 사진 찍고 기분 좋게 빵 먹으면서 커피 마시면서 돌아왔어. 아무튼 호프 너무 재밌었어요. 저는 아주 재밌게 봤습니다. 약간 반응이 많이 갈리더만. 근데 저는 그 4DX로 봤거든요. 갑자기 막 제 앞에서 면전에서 막 카메라 이렇게 들이미는 분이 계셨거든요. 그건 좀 예의가 아니지 않나. 뭐 나이가 어떻게 되던 출신이 어디든 사실 관심 없고 눈앞에서 그냥 이렇게 드니까 약간 무례한 행동이지 않았나 싶어서 혹시나 그분에게 닿는다면 좀 알아주셨으면 해서. 뭐 그 외에 팬분들은 사진 찍어도 되냐고 양해를 구하셔가지고 흔쾌히 같이 사진 찍고 기분 좋게 빵 먹으면서 커피 마시면서 돌아왔어. 아무튼 호프 너무 재밌었어요. 저는 아주 재밌게 봤습니다. 약간 반응이 많이 갈리더만. 근데 저는 그 4DX로 봤거든요. 진짜 재밌던데. 엄청 재밌게 봤어. 정신없고 재밌는 부분들도 너무 많고 막 손에 주먹 쥐면서 봤네. 손